Приветствую всех на своем канале. Сегодня будет обзорчик на вот такую клетку из сетки. Я пошагово расскажу, как ее сделать, как говорится, от А до Я. В таких клетках у меня будет сидеть племенное поголовье, и самцы, и самки, но при желании сюда можно вместить и двух подростков. Клетка будет открываться вот так. Ну и, естественно, сеник. Сеник я использую обязательно. Но, как говорится, меньше слов, больше дел. Погнали! Для того, чтобы сделать такую клетку, нам понадобится сетка и немного инструментов. Сетка у меня ширина 90 сантиметров, поэтому, чтобы ее не резать много, чтобы кусков не оставалось, я решил сделать длину 90 сантиметров. Глубина у меня будет 50 сантиметров, высота 40. В принципе, этого достаточно даже для большого кролика. Все, мы приготовили сетку, но встал вопрос, что когда мы сетку отрезаем, у нас остаются маленькие кусочки вот такие вот острые. И я буду использовать вот такие вот кусачки, чтобы сделать поверхность более гладкой, чтобы самому не цепляться, ну и, соответственно, чтобы кролику не навредить в случае того, когда мы его будем сажать, либо когда будем вытаскивать. Можете использовать болгарку, но я не хочу болгарку, я буду использовать кусачки. Ну все, мы закончили процедуру, сделали края гладкими и теперь цепляться не будет. Так, ну и теперь непосредственно к самой клетке. Как я уже сказал, глубина будет 50 сантиметров. Берем рулетку и отмеряем 50 сантиметров. Это вот здесь 50 сантиметров. Ну и теперь берем наш листогиб. Да, ребята, у меня есть листогиб, но не такой листогиб профессиональный, как у многих. Вот он, мой листогиб. Так, берем, равняем столько, сколько нам нужно. Берем помощник листогиба. Присаживаемся поудобнее. Веса, конечно, во мне немного. Был бы я килограмм под 100, было бы хорошо. Вот. Ну, если где-то что-то будет уезжать, я поправлю. Все, и начинаем загинать. Вот такими вот нехитрыми движениями мы и загинаем клетку, сетку вернее. Как говорится, начало есть. Теперь нам нужно отмерить 40 сантиметров. 40 сантиметров это будет высота. Опять берем рулетку и отмеряем 40 сантиметров. Это вот здесь вот. Опять берем в руки свой листогиб. Еще раз все перемеряем на всякий случай. Да, все верно. Так. Задавливаем все своим весом. И начинаем колотить.
Выбираем листогиб. И получаем пол клетки. Из одного кусочка мы сделали нераздельную. И фиксация будет намного лучше. Сейчас мы отрежем бока и вставим. У нас на улице похолодало. Неожиданно какой-то холодный ветер. И я, в общем, перебрался сюда в теплицу. Здесь теплее и ветра нету. Итак, продолжим обзорчик, как делать клетку. Бока я уже зафиксировал. Вот такой вот у меня клипсатор. В общем, со всех сторон, с 3 сторон, я скобами его обжал и потом дожимал вот такими вот кусачками. Процесс нелегкий, занял у меня около получаса, ну может быть чуть меньше, поэтому я не стал его записывать. Коротко скажу, что клепками обделать этим и клипсатором, да, и вот этими вот задавить. Все, у нас вот получился вот такой вот каркас. Нам осталось только сделать сенник, как говорил, я уже говорил, вернее, заговариваюсь, что я использую сено, это обязательно, поэтому сюда нужно встроить сенник. Для сенника я беру немного другую сетку. Здесь у меня основная сетка 25 на 25 ячейка, здесь получается где-то 16 на 50. Вот, потому что 25 на 25 я пробовал, ну как-то не получается у них оттуда выгребать это сено, вернее доставать это сено. Ну все, отмеряем кусочек и также берем клипсатор и фиксируем. Удачнее встать. Вот таким вот образом скобами мы и обжимаем. Бывает, что не получается, бывает, что промахиваешься. Ничего страшного, скоб благо достаточно. Можно, в принципе, пользоваться. Еще один бракованный. Бывает, попадается. Ну все, сейчас я ее до конца стяну, чтобы плотно сидела, и приступим делать дверь. Ну вот и все, сенник мы приделали, выглядит он вот так вот. Вверх-вниз мы зафиксировали, никуда он не денется. Самое главное, ширину сенника сделать таким образом, чтобы рука пролазила и зимой, и летом. Потому что зимой, да, когда мы одеваем там куртку, кто-то 2 куртки одевает, и потом зимой рука в этот сенник не пролазит. Сделайте лучше его чуть-чуть пошире. Так, ну теперь давайте к основному. Это дверь, назовем ее дверью, крышка, да, которая будет у нас открываться. Крышку я также сделал из сетки 25 на 25 миллиметров. Вот, отрезаем кусок, высота 40, длина, ширина, вернее, будет 90 во всю ширину самой клетки. Ну, потом под сенник мы немножко вырежем, но это будет чуть-чуть позже. Как же теперь нам зафиксировать дверь, чтобы она туда-сюда открывалась? Да, я могу ее сделать, чтобы сюда открывалась вверх, либо вниз, ну, либо в бок. Ну, там посмотрим, да, по обстоятельствам. Вот. Если ее зафиксировать на клипсы, на скобы, давайте проверим. Одна скоба, вторая скоба. Вроде казалось бы, ну, нормально, все, никуда не денется, будет открываться. Но открываться будет, но как? Берем, видите, как она ходит? Туда-сюда, туда-сюда. Это из-за того, что клипса, она тонкая, а ячейка у меня 25 миллиметров. То есть по всей ширине ячейки вот эта клипса и будет ходить. Нам такой вариант не подходит. Мы убираем эти клипсы и будем делать кое-что другое. Так, чтобы нам шарниры, да, назовем их шарнирами. Чтобы нам сделать шарниры, нам понадобится небольшой кусочек оцинковки. Примеряем его по ширине своей ячейки, которая у вас, из чего у вас будет дверь, и вырезаем. Ну, длина где-то сантиметра 3. Ну, больше, в принципе-то не надо. И вымеряем по
ширине ячейки. Отрезаем. Немножко загибаем один край. Так, выравниваем дверь. Так, сравниваем ячейки. И немножко зажимаем. И потом делаем, как говорится, улитку. Начинаем накручивать вот этот наш отрезанный кусочек вот этой жести, нержавейки, оцинковки, что у вас там есть. И начинаем ее накручивать. Так. И у нас получается такая вот улиточка. То есть ходить он уже туда-сюда не будет. За счет того, что ширина оцинковки, которую я отрезал, она почти как ширина самой ячейки. Соответственно, деваться ему некуда. Немножко дожимаем, чтобы острых краев не было. То же самое проделаем со второй стороны. Ну так как дверь у нас широкая, мы сделаем 3 штучки. Чтобы фиксация была еще лучше. Отрезаем. Немножко загибаем краешек. Для чего загибаем этот краешек? Чтобы нам как бы, вот получается у нас вот такой крючочек, не знаю, видно нет, чтобы нам захватить две сеточки, да, и сетку от крышки, и сетка от основного каркаса. Выбираем серединку, немножко поджимаем и начинаем закручивать. Все делается это легко, от руки. И немножко поджимаем острые уголки, чтобы нам самим не пораниться. Так, ну и вот основной, последний, третий. Делаем тоже... Ой, чуть не упал. Делаем то же самое. Поджимаем. Немножечко вот так. Все. Вот, в принципе, все готово. Ну и теперь давайте смотреть. Дверь открывается? Открывается. И никуда она не ходит. Она ходит только с клеткой. Соответственно, дверь у нас зафиксированная. Все, по сути, дверь готова. Осталось нам приделать вот такие вот крючки. Один край мы цепляем за дверь, а другой край за сам каркас сетки. Вот видите, как держит. Но это все временно. Я вот сделал из таких резиночек и 2 гвоздиков, да, чтобы оно держалось. Я заказал на Алиэкспресс специальные такие крючки с пружинками. Но пока они не пришли, мне нужно делать клетки, пересаживать своих питомцев, избавляться от деревянных, поэтому пока наделал вот такие. Вот, что теперь касается сенника. Сенник вырезаем, ой, сенник говорю, дверь под сенник вырезаем как раз по самому сеннику, под углом, высматриваем, как нам тут удобней, и начинаем вырезать. Ну все, я вырезал отверстие под сенник, выглядит оно вот так, свободный доступ к сеннику со стороны, то есть вас, да, когда вы будете ложить сено. В общем, в принципе, клетка готова. Сейчас покажу, как она будет выглядеть. Зимой здесь будет всегда солома, а летом здесь будут трапики. То есть кролики у меня летом будут на трапиках, а зимой будут на соломе. Так, сейчас возьмем какого-нибудь кролика. Вот еще у меня одна клетка. Уже парочку сделал. Пойдем. Иди сюда. Ой. Сейчас в новой клетке. Иди. Все, и закрываем. Скорее бы уже с Алиэкспресс пришли эти крючочки. Эти самоделки. Так. Опа. Все. Вот так вот кролик будет готов.
Высоты этой клетки достаточно даже для больших и самцов, и самок. Но это подросток, такой достаточно большой подросток. Вот так вот. Иди, покажись. Так как сетка у меня бэушная, ту, которую я использовал для сенника, что для основной клетки, поэтому если у вас будет такая же бэушная сетка, обязательно ее обожгите перед тем, как садить кролика в эту клетку. Ну а на этом все, будем прощаться, не забываем подписываться на канал и ставить лайк. Пока-пока.